Как мы познакомились с Хасаном? Окей. Я приезжала в отель Sunny Days, и он возил меня с дочкой в Duty Free. И так я его узнала. И потом, когда я уехала, мы иногда переписывались, очень редко, иногда там как дела, что это. Но они все таксисты, когда имеют твой номер телефона, они будут тебе время от времени писать, это их техника такая, чтобы за них не забыли, что если приедешь еще в Хургаду, тем более он знал, что я приезжаю постоянно, чтобы обращаться к нему. И когда я решила приехать в Хургаду, не пошедший в монастырь, я, естественно, позвонила ему и сказала: помоги мне, Хасан, найти квартиру. Он не нашел тогда в Флоренции Хамсин квартиру в Ольге Риэлторше. Он ее сказал: приезжай, квартира есть, посмотришь и сразу проплачиваешь. Там надо дать залог и проплачиваешь там на месяц, если ты едешь на месяц. Ну вот, когда он меня встретил, завез в Флоренцию, да, я дала залог, квартира была мне холодная, я еще не очень простыла. Ну, а потом вот эта ихняя система. Если ты даешь залог, то его никто не возвращает. Тогда ты уезжаешь, они еще месяц живут. Это так все египтяне делают. Флоренция, это вообще, их называют зайцами, этих мальчиков, которые вот на месяц идут отдыхать и жить с женщиной, так просто чужой. И я этого просто тогда еще совсем не знала, потому что тактика была такая, что он ко мне приезжал, привозил чипсы. Это был 2019 год, там чипсы, колу. То я до сегодня ему, ну не до сегодня, до последнее время ему все время говорила, как я кушала чипсы по 100 фунтов пачка и пила колу за 100 фунтов бутылка. Как его друзья-таксисты возили на Дахар, на базар, там мне что-то купить, кушать по 50 фунтов такси. Тогда такси, значит, стоило вообще 10 или 15 от силы. Вот они на этом всем зарабатывают. Завели тебя в аптеку, просто зашел. Аптекарь уже знает, что это должна цена быть дороже, потому что он уже должен дать ему процент. Завел тебя на базар. Будет рыба дороже, будет мясо дороже. Вот все так было. Я же говорю, я 2 года отъездила на такси по 50 фунтов, которое стоило 15. Это я не вру, это я ему тыкала постоянно. Говорю, как ты мог? Говорю, вот чипсы мне по 100 фунтов возите в квартиру. Ну, естественно, он там подложил свое плечо. Они выбирают жертв. Вот он узнал, что я разошлась с мужем, что у меня проблемы с дочкой, что я хотела пойти в монастырь и приехала в Хургаду. Все, для него это я уже работа. И это так не только он, это они все ищут женщин, которые сломаны, которых проблемы дома, проблемы в жизни. А если он еще видит, что есть какой-то кошелек и карточка банковская, то он уже тебя никогда не оставит. Он будет манипулировать, уходить, приходить для того, чтобы ты сама позвонила, потому что тебе нужна помощь. Но они уже не оставляют, они уже тебя держат вот так вот в этих, ну это такие абьюзерские перчатки. Он тут сегодня есть, привез, ты что-то сказала, он обиделся, ушел, убежал. Ты остаешься одна, никого не знаешь. А тут еще так получилось, что я 9-го прилетела, 10-го объявили коронавирус, 11-го закрыли Хургаду. Вот что-то вот так было, но очень быстро. Естественно, никого, ни людей, ни подружек, ни знакомых. А потом тоже была такая ситуация, что уже он там и кушать со мной готовил, уже жил со мной. На 14 февраля он познакомил меня со своей подружкой. Она тоже жила в Флоренции. Но он не думал, что мы так быстро споемся. Мы с ней спелись. И, естественно, 14 февраля поехали в город. Он что-то там пытался мной манипулировать. Я, естественно, под влиянием этой девочки, она уже там жила долго и знала, как и что мы. Она говорит: не переживай, Лера, плюнь, он все равно будет. Это все просто шоу. Мы поехали в город, хорошо отпраздновали Валентинов день и вернулись ночью домой. Естественно, Хасан сидел под дверью, уже расстроенный там сильно, то все, был скандал. И он так сделал, что мы с этой девочкой, разошлись навсегда. Он наговорил на нее гадости, а оказывается и ей на меня гадости. И мы вот 6 лет вообще не контактировали с этой девочкой с России, с Москвы. Вот это я теперь потом поняла. Тогда я этого не понимала, я была какая-то в космосе. Языка не знаю, страна чужая, мусульманство, вот это все. Ничего не понимаешь. В Флоренции он снял квартиру холодную, там такую угловую. Я простыла, у меня через то, что у меня мерзло очень ноги, у меня был цистит, и у меня было воспаление
воспаление почек, пошли, наверное, камни. Но я там болела очень сильно. А тут вот появилась эта девочка, и я там, конечно, обрадовалась, что я хоть с кем-то могу поговорить по-русски. А она уже опытная, но я этого еще не понимала, бо она уже тут жила. И она мне много на что могла открыть глаза. Естественно, он это сразу прекратил. Он там и ресепшн позвал охрану, что она нехорошая, там такая-сякая, обзывал ее передо мной, перед ресепшеном, что вот она там лазит в наши отношения, а мы хотим построить семью, чтобы ее не подпускали. Прошло 6 лет, вот сейчас вот расскажу ситуацию. Сейчас вот эта проблема, что я была в больнице, что меня оперируют. И мне говорят, там девочка одна, ну, женщина одна пишет что-то не то. А у меня даже к ней есть номер телефона. Я беру уже, когда пришла домой, связываюсь с ней, говорю, почему ты что-то не то пишешь или что? Она говорит, нет, я такого не писала, может, кто-то другой. И мы начинаем просто разговаривать. Я говорю, я с тобой не общаюсь, потому что ты знаешь, что Хасан говорил, что ты очень плохой человек. И последних 2 месяца, я не знаю почему, но вот последних 2 месяца он тоже ее постоянно вспоминал. Он ее называл там, что она неряха, грязная, что у нее вещи грязные, что она наркоманка, что она ходит к нему, постоянно просит деньги. А он такой бедный таксист, араб, почему это ко мне славянки ходят еще деньги просят на алкашку и на наркотики. Он ее так срал, что я даже ему делала не раз замечание, бо я не люблю просто таких разговоров. Я никогда никого не обсуждаю, сплетни не свожу, не осуждаю. Вот это мой характер. И деньги чужие не считаю, и как кто живет не считаю. Мне это не интересно. Я горжусь только собой и то, чего я добилась в этой жизни. И она мне говорит, Лера, я вот ей прямо это все и говорю. Она мне говорит, Лера, это отзеркаливание. Он все это время, эти года, когда мы там раз-два раза в год где-то встречались, виделись, общались, он точно то же самое говорил за тебя. Он говорит, когда вы поругаетесь, он приходил, приносил тебе смс-ки голосовые, показывал, что ты ему говоришь, какая ты нехорошая, что ты его покупаешь вещами. А я ему в жизни не покупала. Я никогда и вообще ему ничего не хотела купить. Но когда я полечу в Европу или что, он плачет по телефону, он просит, Лера, купи мне там кроссовки, Лера, купи мне то. Я говорю, пошел ты к черту, ты мне за 6 лет не купил даже... За 6 лет знакомства, за 3 года жизни, не купил даже шампуни ни разу. Он говорит, да, у тебя так много всего есть. Я говорю, откуда оно есть? Потому что я покупаю. А он, получается, эта женщина таки говорит, это полностью отзеркаливание. Все то, что ты говоришь мне, он мне говорил эти года за тебя. Я говорю, и что это, он с тобой дружил? Да, иногда там дружил, иногда встречались. Но, говорит, последние 2 месяца его вообще не видела. Говорит, как он может говорить, что я к нему хожу, что я наркоманка, беру у него деньги, что я там его мучаю под тем самым Дейсом. Говорит, если я живу вообще сейчас в карцере, работаю в компьютере целыми днями до поздней ночи, говорит, я его вообще не видела. Не то, что, представляешь, как он. И она мне тогда говорит, он не просто так пошел в Флоренцию обратно жить. Вот когда мы разошлись, он обратно в ту же самую квартиру пошел жить. Он просто, это есть ихняя работа. Он выходил на бассейн, и общим нашим знакомым, он знал, что у меня куча друзей в Флоренции, общим нашим знакомым делал себя жертву, садился так калачиком, скручивался. А что, Хасан, спрашивали ты с тобой, что не так? А Валерия, вот Валерия меня бросает, Валерия плохая, Валерия то мне не покупает, Валерия то. А многие люди говорят, а как, Хасан, Валерия еще тебе не покупала? Ты хотел фирму коронавирус, она тебе открыла, ты тут ходил с папкой 2 года, знаешь, по бассейну, деловой такой. Ты хотел машину, была машина, только ты ее продал. Как еще Валерия что-то не покупает, знаешь, вот в таком плане. Это и есть вот ихняя такая вся работа. Дальше, да вообще этих манипуляций это все не вспомнить, тут каждый шаг. Кто-то хочет к тебе приехать, нельзя, кто-то хочет прийти, нельзя, общаться ни с кем нельзя. Если будешь с кем-то общаться, значит будут лезть в семью, будут сплетни, и потеряешь любовь и отношения. Вот это у них в порядке вещей. Если они куда-то вас заводят, в кафе завели, он уже на другой раз пойдет покушать за бесплатно. Они имеют свой процент. Завели в аптеку, имеют свой процент. Завели просто на вещи, ты ему можешь покупать вещи, он сзади за тобой пойдет и заберет еще 200 фунтов. Это тут такой бизнес стабильный. И что самое худшее за эти года, когда я осталась одна, когда я уже открыла свой базар на Захабе и работала, когда работала по отелям, я поняла, что наши женщины, которые тут живут уже долго, они такие же. Потому что у меня даже одна подруга за границей,
была, то она уже ждала, когда ее лучшие друзья приедут, и она их ведет в кафе, потом она туда идет, уже отдыхает, она их ведет в магазин, уже имеет везде свой откат. И наши тоже стают такие же, меняются, конечно, с годами. Почему говорят, что вот понаезжала сюда, ну, одних нехороших женщин? Нет, они просто нажились с арабами, набрались того же самого. Их, как они говорят, он меня использовал, теперь я буду использовать всех. Не все имеют такой хороший и добрый характер. Кто-то злой, кто-то обижен, кто-то психически больной, потому что тут тоже много таких. И их очень много. Тут вообще нету дурдомов, больниц для психбольных, я насколько знаю, в Египте. А этих больных людей очень много. А куда их девать? Вот они ходят по миру. Там, если едешь в этом бусике, их маршрутке, там по-любому один дурачок едет с тобой. Это надо понимать, потому что их никто не лечит, ими никто не занимается. А использование нас – это постоянное на деньги. Если они видят, что хоть чуть-чуть у тебя есть на карточке деньги, они тебя никогда не бросят и не будут вот это. Самое главное – приходить, уходить. Вот он есть с тобой, тут любовь, тут все хорошо. Тут раз-два огонь загорелся, что-то, все, и он пропал, 3 дня его нету. И ты уже себя ешь, думаешь, может, что-то не то сделала, может, что-то не то сказала, может, что-то не это. И тут он появляется, принц на белом коне, и сразу начинает тебя крутить на деньги. Купи мне то, сделай мне то, а ты вот была не права. И ты начинаешь сама себя съедать. И начинают тогда женщины пить, потому что не может понять. Я тоже была, такие, у меня куча было таких моментов. Скажи, это называется манипуляция на чувстве вины. Да, так и есть. По психологии манипуляция на чувстве вины. Он вот это ушел, сделал фейерверк, скандал, не понимаешь почему, начинаешь пить, потому что это горе какое-то не можешь понять, и никому не скажешь, не расскажешь, ни подружкам, никому, потому что стыдно. Естественно, когда вот эта ситуация начинается, ты еще больше закрываешься одна и сидишь дома одна, потому что если ты идешь на сторону, где-то кому-то говорить, тебе сразу говорят, ты дура, брось его. Ну, а ты же этого не понимаешь, как это бросить, ты же его любишь, он же такой хороший с тобой бывает моментами. Также вот это последний год, что он приходил, уходил, особенно вот от августа, как я приехала, то это были такие шоу-программы, что это не передать. Он то пришел, Лера, спаси меня, помоги мне, ты знаешь, что я возле тебя стою хорошим человеком. И он действительно, он встает сразу здоровым, он встает сразу каким-то мощным, он сразу чистый, я его всегда хорошо, он при мне всегда хорошо одетый, обстиранный, откормленный витаминами, хорошей едой. 3-4 дня. Только крылья выросли, только встали, сразу у него плечи разравниваются, потому что даже его мать, она так и говорила, что выходит вот с автобуса, она его не видела, наверное, полгода, и только его увидела, говорит, ты с Валерией. Уже все люди, даже в Флоренции, тоже все знали, когда он со мной, он совсем как-то другой вставал. Я его чистила своей энергией. Он всегда говорил, Лера, положи свою, вот моя правая рука, он всегда называл золотой рукой, положи мне на спинку золотую ручку. Мне сразу проходит спина, положи мне на голову. Он прямо за 3-4 дня вставал сразу каким-то мужиком. Ну, у меня никаких наркотиков нету, алкашки нету никакой. И он сразу расцветал. 3-4 дня. Все, телефон посидел в телефоне, уже кто-то написал, и уже все, какой-то фейерверк сделал, и опять улетел. И нету, ну, раньше там было по 3-4 дня, потом оно переходит по неделе, потом по месяцам, а сейчас уже такое, пошел, нету месяц, нету 2 месяца. И я и говорю ему вслед, иди уже и не возвращайся никогда, слава Богу, мне лучше, когда тебя нету. А ему это уже не нравилось, он уже понимал, что нету больше той Валерии, которой будешь манипулировать, что теперь Валерия совсем другая. Пошел, за ним никто не плачет, не возвращается, слава Богу. Нет, у тебя, Хасан, будет другой. Но он, как всегда, как чувствовал, вот как я была, в сентябре он ушел. В сентябре была тоже, познакомилась с очень интересным адвокатом, тут мне тоже купил квартиру, хотел мне ее подарить, оформлял на меня. Там такие, ну, хороший человек. Он чувствовал, когда у меня жизнь только начинает слаживаться. Я, наверное, переставала ему на расстоянии давать энергию, думать о нем. И все, он понимает, что нету мыслей, теряются мысли о Валерии. Теряются мысли о Валерии, значит, Валерия не думает обо мне. Значит, надо срочно, бо уже что-то у нее в жизни хорошо происходит. Он чувствовал, мы очень энергетически были связаны. Вот все говорят, почему вот так у вас было? Ну вот мы 2 тельца,
И именно по энергетике мы как-то были связаны, мы чувствовали друг друга. Да мне так это все давным-давно надоело, к этому начал относиться очень просто и легко. При последних 2 раза я поехала, даже ему, как говорится, трусов не привезла, у него тоже от этого глаза уже вылазили. Как это? Как это Лера приехала и даже нету носков, ничего не привозит больше, ничего больше не покупает мне. И он с этого момента начал себе какие-то планы строить. Он увидел, что он теряет меня полностью. Он уже потерял контроль. Он это увидел, что он потерял контроль, что он на меня уже никак не влияет. Я в него вообще больше не влаживаюсь. И энергии уже больше той нету. Ручки правой никто уже на спинку не ставит и не лечит. Он пришел, тут просится, я говорю: Хасан, это до завтрашнего утра. Я что не знаю, что завтра будет шоу, позвонит какая-то шлюха, напишет смс-ку, и ты уже снова свалишь. И это было тоже такой вариант. Он тоже пришел, не помню что-то сел кушать, я ему даю кушать, и он ломает зуб передний. Ну вообще зубы, когда ломаются, это по идее не очень хорошо, плохо. И я ночью легла спать, а он целую ночь сидел на балконе, писался с кем-то. Еще зашел с балкона: ой, комары покусали 4 утра. Я еще так с просонья говорю: конечно, пока всем шлюхам отписал, и комары съели. Оказывается, там у нас тогда была Лариска с Белоруссии. Он просто насколько был тупой, он даже не умел пароль в телефоне поменять. Естественно, я тут телефон читала, и у меня есть все его эти переписки, фотки всех этих невест и жен, ну, за последних там вот сентябрь, октябрь, вот за эти месяца. И, ну, то его там очень мало. Если собрать все в комплект, навряд ли мы даже месяц были вместе. Оно уходило постоянно. Тем более в Флоренции он снимал комнату, то он бегал, и я понимала, что в Флоренции, значит, есть друзья, есть подружки, есть кайф, и ему неинтересно со мной. Со мной это надо вести здоровый образ жизни, а там полностью свобода. Я даже с этой женщиной связалась, белорусской. Мне ее было жалко, я как почитала переписку, мне что было одно обидно, что как раз я в тот день ему тоже написала письмо и написала слово «душа моя», а я его уже как-то так, он, наверное, чувствовал, что я его как подшучиваю, чуть не матюкнулась, да? Подшучиваю над ним. Я ему была написала: «Душа моя, он где-то пропал, где ты там типа гуляешь? Кого шпилишь в таком плане?» Я уже над ним смеялась просто, бо уже любви нету никакой, чувства уже все убитые. Еще после смерти Вероники это все произошло, и вот тот поступок меня разрушил полностью. А вечером он пришел, душа пришла, сразу спать, потому что он ко мне приходил отоспаться. Он там нагукается, а там отсыпается. И я в телефон захожу, уже Ларисе в Беларуси написано: «Душа моя, вся моя смс-ка». У меня есть это, я даже могу выставить это все на камеру, все эти письма. Уже душа моя, все точно, как я писала, только там что-то чуть-чуть по-другому. Я пишу этой Ларисе, говорю, читаю, что она пишет, а 26-го она уже на развод подала, разводится с мужем ради Хасана, потому что Хасан рассказывает, что он денег кучу имеет, зарабатывает очень много, он ее разводит, она тоже там пишет, что у нее муж очень богатый, что если она разойдется, ей останутся там какие-то большие деньги. Этот работает с ней по полной программе. Я читаю эту переписку, просто ржу, понимаешь? Ну, жалко женщины. Ну, сейчас останется без мужа. Я уже разошлась и приехала сюда и нашла вот такое чучело, как по-другому не скажешь. А эта женщина разводится с мужем. И она еще пишет: «Я так боюсь мужа. Если он узнает, он меня убьет». И то все. А этот пишет: «А я тебя люблю, без тебя жить не могу». И все бесконечно, каждый день, на день по пару раз. Когда ты приедешь, когда ты а ты мне обещала машину купить. И я потом ему говорю, что каждый тебе обещает машину купить. Он мне говорит: «А не обращай внимания, это все мясо. Ты главная женщина в этой жизни. А вот это все мясо, это моя работа. Вот ты же мне машину купить не хочешь?» Я говорю: «Ну, конечно, уже раз покупала, второй раз еще раз куплю». «Ну, тогда купит другая, не обращай внимания». Ну, это так было смешно, я до него так смотрела, я говорю: «Хасан, я не могу это даже слушать, когда ты так говоришь, называешь женщин мясом. Но мы для них мясо, поймите это, девочки». Я не хочу, чтобы с кем-то случилось то же, что случилось со мной, потому я открываю душу вам чисто, искренне, и вот это все говорю.
Не будьте мясом, не будьте кошельками и карточками банковскими. Я просто вас молю, я хочу хоть что-то донести. Может, кого-то я спасу своими историями, потому что мне тоже стыдно много что рассказывать, но я открываюсь полностью для того, чтобы кому-то помочь. После всего пережитого мне уже плевать на тот весь стыд и на то все, что будут говорить, что там вот она такое тоже была с египтяном, и младше он ее, и то все. Но у нас разница была 12 лет, то это не так страшно. И не чувствовалось. По нем мне было видно, что он младше меня. И когда я с ним познакомилась, он мне врал, что тогда ему 35, а я приехала, мне было 42. Я вообще думала, что он, небольшая у нас разница. А уже когда вот начались документы, фирму открывать, то все, то тогда всплыла правда, да, я тогда прозрела, естественно. А выглядел он на все 40. Тут даже вопросов нету. Ну и тут и говорят, что их, конечно, солнце сжигает, и они до 40 лет вот сильные такие бойцы, мужчины, после 40 они стают слабые. Не знаю. Не дожила с ним до этого, слава богу, может быть. Семьи ссорят, никаких подруг, никаких друзей, никаких контактов. Даже если ты заходишь в магазин, улыбаешься, разговариваешь с продавцом, он уже этому продавцу что-то так буркнет. Или дармену. Вот жили мы на съемной квартире, дармен ко мне хорошо. Он уже к дармену по-собачьи, чтобы тот уже со мной не разговаривал. Они вот так все делают специально, дерутся, устраивают драки, устраивают какие-то такие прямо шоу-программы, что так стоишь, думаешь, боже, как стыдно, господи, где я и с кем я, как стыдно. Ну, а выхода, получается, нет, бо ты как в коробке, он тебя закрывает в какую-то коробку. И кроме этой белорусски там было еще их 100 человек. То получается, что сейчас я только узнаю, что за последние эти года, когда я была его женой, и уже не женой, а главной его женщиной, как он говорил, там у нас было уже человек 10 орфей, он уже был много раз женат. Там и с России была жена, и с Украины этого лета была жена Даша. И не знаю ли хоть живы эти девочки, потому что убивал так профессионально, что я говорю, как будто это не первый раз человек делал, или все живы, а как я с ними посвязываюсь? У меня так-то есть там много номеров. Из Франции, он мне все время потом, последнее вот это время, когда конфликтовали, он мне кричал, поставил ставку на англичанку, но ничего не выходит. И француженка, и англичанка, тут их сколько было, они, наверное, везде снимали квартиры, жили, а он вот не успевал. Он приехал ко мне, у меня поднялся, набрался сил, поспал, отдохнул, наелся витамин, золотая ручка его полечила, энергии хорошей взял и погнал. Почему он делает этот скандал? Бо ему надо погнать до той. И я теперь уже понимаю, это когда я уезжала, он как-то так подводил, другая приезжала. Если я есть, он делает скандал, его месяц нету, живет с другой. Это вся их такая система. Это тут даже нечего удивляться, потому что это все продумано. Я заметила, что он спать боялся. Он боялся, что он во сне что-то скажет. Была такая ситуация пару месяцев назад, что он спит, начал что-то говорить, я его бужу, говорю, что там такое, что такое, Хасан? Он такой подорвался и на меня смотрит и такой, ла-ма-на, Валерия, знаешь, все хорошо. Они боятся спать, чтобы не проговориться. Он не знает, как меня назвать, понимаете? Сон – это вообще проблема. Психопаты и наркоманы, я считаю, знаешь, мало спят. И когда ему надо вот так бегать, к одной, к другой, третьей, десятой, вот тогда он и падал на наркотики. Потому что, вот как в Флоренции там говорили, писали, Валерия, ты что, не знала, что он принимал иногда наркотики? Да, знала. Вот когда он от меня ушел, и я вижу, что он побежал и начинает бегать вот так. И тут ко мне заехал, там поехал туда, вот такой гонки. Да, я понимала, что он уже на каком-то кайфе, потому что человек, нормальный, он не выдержит. Его нервы не выдержат, голова не выдержит, силы потеряет. А это же надо везде успеть и везде справиться, понимаешь, и в сексуальном везде плане. Представляешь, какой надо быть бойцом? Почему они все принимают до одного Виагру? Вот вы думаете, что все египтяне сексуальные? Да нет, это неправда. Они все на Виагре, они все пользуются лидокаином, чтобы иметь больше сил на это все. Просто не могу об этом говорить, стесняюсь, но
Все со временем узнаете, спрашивайте больше, интересуйтесь. Вот мне тоже одна женщина написала, что до меня тоже там была какая-то жена, и он очень обманул это все. И она меня видела в Флоренции, и почему я ее не спросила, а кого я могла спросить? Он меня не подпускал никому. Вы почему мне никто ничего не сказали? Я бы так хотела что-то знать, но он меня так зомбировал и так уводил и отводил от всего, что я просто не могла. Если я выходила на бассейн, то он садился вот так спереди, передо мной на топчане, вот так, как коршун крылья разложит, чтобы никто Валерию не видел и никто ничего не сказал. Вот одна была девочка, что хотела бы поговорить и много чтобы рассказала, то он ее сразу аннулировал. Все, не было подруг. Не было подруг. А как были какие-то подруги, то только какие-то новые, такие, что ничего еще не знают этой системы. Или такие старые, которые уже эту школу прошли, вот таких тоже знаю, не буду называть по именам. Прошли эту школу, ничего не говорят, а говорят, пускай тоже пройдет эту кашу, пускай съест. И знаю до сегодня, кто это вот промолчал, много что, и много чего могло бы этого не случиться. Просто вот такие сучки крашеные. Извините за выражение, по-другому не скажешь. Вот по твоему этому вопросу, какой диссонанс, что я чувствовала? Открытие фирмы. Вот я понимала, что этой фирмы не нужно, что это все какое-то шоу, это какая-то фальшь. Ну, тогда в процессе открытия фирмы я поняла, что он ни читать, ни писать не умеет, ничего не знает. И с ним работал на пару адвокат. Они работали вместе. Потому что когда же мы поехали в Каир, там больше недели жили в Каире, я говорила, неужели нельзя снять какой-то отель где-то за городом, а не в центре? Мы там такие деньги оставили, он 8 дней вот так пошиковал по Каиру, понимаешь, в хорошем отеле. И тогда и брак, нет, это уже брак был сделан и до этого. С консульством, уже не помню, это было тех 3 года, все такое было в движении. И вот фирму открывали, а потом у меня уже открыли эту фирму, и он с этой папкой ходит, и я понимаю, что это нужно просто для шоу, что вся Флоренция видела, что он директор фирмы, что он что-то делает. И я ничего не могу сделать. Вот деньги тянет, пошло $5000 на открытие фирмы, $6000 на открытие фирмы. Деньги тянет, а ты сделать ничего не можешь. И адвокат тоже его заливает по полной программе. И ты понимаешь, что ты дура, остаешься одна, ты плачешь, ты это понимаешь. Ты бьешься головой об землю, рвешь волосы на себе, а сделать ничего не можешь. А потом появился какой-то у меня знакомый судья. Этот знакомый судья пересмотрел документы и говорит, Валерия, что ты открыла? Деньги, если идут на банк, то кроме Хасана еще и адвокат имеет полное право снимать эти деньги. Говорит, ты понимаешь, что они тебя просто сделали. Хорошо, что ты не вложила дальше еще деньги в фирму и не запустила ее полностью. Там буквально не хватило вот такого маленького шажка, чтобы ее запустить. И тут уже, когда его посадили, я бегом под эту лавочку, обращаюсь к другому адвокату. Эту фирму закрыть, я еще заплатила около $5000, чтобы ее закрыть. Это не так все просто. Вот так 11 тысяч ушло просто на ветер. Ее закрыть, это стоило мне тоже нервов, денег, поездок в Каир и всего остального. Еле тут адвокат, вот там очень серьезная была фирма. Я потом его спрашивала, говорю, Хасан, а как можно открыть фирму по добыче золота? И я знал, что ты $1 миллион вложишь фунтов. Я говорю, ты сумасшедший? Почему это я $1 миллион фунтов должна была положить на банк? Вот там надо было, чтобы ее запустить, $1 миллион фунтов. Я говорю, ты вообще дурак? Ну тогда $1 миллион фунтов это было $6000 вроде бы. Уже было по 20, где-то вот так, да. $6000. Говорю, ты вообще дурак? Я говорю, почему я открыла фирму, я еще должна была влаживать $1 миллион, но был план такой, что будет с Европы везтись вот эти металлоискатели, моторы до тракторов, железо. Понимаешь, так нельзя в Египет было возить, а когда ты имеешь фирму по добыче золота, ты имеешь право вот это все. И имеешь право выписывать документы вот этим всем машинам, что возят эти камни по добыче золота, они же едут нелегально, их ловят постоянно полицейские. А так имеешь право выписывать им разрешение на перевозку этих камней, чтобы их дробить. И вот
Да, я это понимала, что это развод, а сделать ничего не могла. А потом ему все время говорила, ты фирму открыл ради чего? Ради того, чтобы у тебя было в паспорте написано директор фирмы, чтобы было зеленый свет по всему Египту. И это очень много этих мальчиков, зайчиков, абьюзеров, они имеют вот эти паспорта, где пишет, что он когда-то имел фирму, еще же, или паспортом, как они хвастаются. У меня канадский паспорт, у меня там немецкий паспорт, это все куплено, ничего нету. Нет, у некоторых есть вопросов, нет у взрослых дядек, которые уже прошли Крым и Рим. А в этих детей это все куплено, где-то сделано, как-то завуалировано, и они хвастаются. Для них это очень важно, это хвастовство, понимаешь? И зеленый свет тогда. И тогда и девочки, конечно, кидаются, думают, у него немецкий паспорт или там итальянский. Там такой был у нас в Флоренции, где-то внизу массажист раньше. Он все время кричал, у меня паспорт голландский или что. Ну, просто сделана пластиковая карточка, ну, где-то он так сделали ему хорошо, и он всем просто разводил, что он не просто там массажист, он массажист с опытом, что у него есть паспорт. Вот они по-любому вот так играют с тобой, чтобы ввести тебя в любое впечатление. И ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, и сопротивляться этому просто нереально, потому что ты теряешь сразу семью, любовь, отношения и угрозы. Я сделаю так, что тебя депортируют. Я сделаю так, что тебя в песках не найдут Египта, что вся пустыня забита вами. Не имеет значения, какой ты национальности, ты все равно называешься для них русская шармута. Вся пустыня забита русскими шармутами. Вы все там закопаны, и ты там будешь. Ну вот, и он так и хотел, конечно, сделать, так и был план. И такие страшные угрозы, что я буду писать всем твоим родственникам, знакомым, потому что за года он же имеет и отношения, контакты, он видит, как ты общаешься, и он тебя просто уничтожает. Я знаю, что он ходил к своим родственникам и говорил очень плохо о мне, и они были плохо на меня настроены. Да я знаю даже вот такую ситуацию, которая сейчас тоже всплыла. У моей внучки Евы есть крестная Лена. Это моей Веронике, дочери, что умерла подруга. Так он, оказывается, все эти года с этой Леной общался. Она просто наивная женщина такая всегда была. Ну, такая какая-то ветреная, легкая и пустышка, что и Вероника плакала, жаловалась, говорила, я с Димой разошлась, а Лена с Димой постоянно, а Дима с ней общается, она сливает всю информацию, что у меня происходит в жизни. И я, взрослая тетка, получилась в такой же ситуации, оказывается, Хасан с ней общался, она ему по своей глупости просто рассказывала, что происходит в моей жизни, даже когда его нету, как я живу на Украине, что происходит, почему там с Вероникой то случилось, то все. Я этого даже не понимала. И я вот недавно, когда вот это было летом, я нашла переписку, я обалдела. Лена, если ты меня смотришь, остановись, женщина, ты уже, ты для меня ребенок, девочка, хватит мешаться в нашу семью и дружить с нашими бывшими мужчинами. Ты не понимаешь, что они просто с тебя тащат информацию, ты им нафиг не нужна. Но он все знал, что у Амины в жизни происходит, что у Вероники, где Ева. Если я этого всего не рассказывала, то он от тебя все это знал. И он знал, какая дальше будет жизнь у него со мной, и что со мной надо делать. Это все манипуляции, это просто люди этого не понимают. Это пытаюсь донести, вот как могу. Боже мой, нету сил просто вот это все вспоминать. Это надо книгу писать или просто делать вот написывать какие-то начала текстов, чтобы вам это все рассказывать. Как они сильно угрожают, как они руки протягивают, пугают тебя, спаивают тебя. Боже, сколько грязи делают, вы себе представить не можете. Я, конечно, не знаю, как я с этого всего выбежала. Просто имею защиту от высшей силы, потому вырвалась, а сколько не вырвалась, а сколько женщин падает на дно, спивается, а сколько действительно умерло. Так что я вас прошу, услышьте меня. Я вас очень всех люблю и все говорю от сердца. Дорогие подписчики, теперь мы дождались моего адвоката, мистера Аля. Я очень хотела вас познакомить с ними, потому что этот человек меня поддержал в самую сложную минуту. Он был каждый день в больнице, он разговаривал с врачами, он разговаривал, когда приезжал адвокат с консульства,
когда приходили все люди. Все время был вместе, помогал мне и до сегодня помогает. И оказалось так, что я его попросила мне оформить квартиру, а он еще оказался криминалистом, да еще и занимается этой ситуацией, которая случилась, этим горем со мной. Так что, мистер Аля, я прошу дать маленькое интервью. Я вас очень ценю, люблю и уважаю. Это самый добрый человек, которого я узнала в этой стране. Я считаю, что каждому человеку нужно быть более избирательным при выборе партнера. В Египте более 100 миллионов населения, в Хургаде около 100 тысяч. И сюда едут люди с разными намерениями. Кто-то действительно хочет семью и теплые хорошие отношения, а кому-то нужно от вас деньги и просто пользоваться вами. И для этих людей совсем не важно, как они будут извлекать от вас ваши ресурсы. Многие иностранцы сталкиваются здесь с плохими людьми, просто потому что они не могут ориентироваться, из какой он семьи, какое у него образование, порядочный ли он и так далее. Они просто начинают отношения без какой-либо информации об этом человеке. Я считаю, что человека надо долго проверять и тестировать, прежде чем начинать какие-либо отношения. Не верьте словам о любви. Вы должны просто долго и терпеливо наблюдать за человеком, за его поступками. Смотрите исключительно на поступки. Хороший мужчина не перестанет совершать ради вас благородные дела. И только таким образом он вам докажет свои истинные намерения и покажет вам, как сильно он вас любит. Дорогие мои подписчики, хотела вам сказать, что всем интересно, когда будет суд. Суд будет в марте месяце. Потому мы так не можем ничего до сегодня вам говорить о той ситуации, которая произошла со мной. А теперь самое хорошее, потому что я благодарила врачей, всех благодарила, Алятов большое, искренняя благодарность за помощь и за все, что он делает для меня. Это не только мой адвокат, это мой друг и останется, наверное, другом на всю жизнь. И он знает свою работу, это самое главное, и его уважают. Я вижу, когда я с ним еду где-то по полициям, по судам, как его уважают другие его же работники и люди из других органов. А так-то я хочу, чем закончить сегодняшний наш разговор. Я хочу сказать большое спасибо своим девочкам, которые ко мне приходят, которые заботятся обо мне. Крах пельмени, Хургада, Оксаночка, спасибо большое, что ты постоянно раз в неделю у меня есть. Я очень тебе благодарна, мы совсем с тобой чужие люди, и ты такую тяжелую минуту появилась в моей жизни, поддерживаешь. И вчера у меня было спасибо большое от сердца. Вика, тебе спасибо тем более большое. Вы, девочки, очень много сделали. Еще Света. Света, тоже большое спасибо. Вы очень много сделали для меня, что меня поддержали, особенно в больнице финансово, что я смогла вылечиться и выздороветь. А дальше я уже справлюсь сама, и вам благодарна за всю помощь. Потом у меня тут приходит каждый день женщина с Украины, медсестра. Оля, Олечка, спасибо тебе большое. Ты приходила, делала мне перевязки, ты колола мне уколы, ты сама покупала в аптеке все, что нужно для меня, все препараты. И каждый день заботишься до сегодня. Вот вчера пришла, принесла мне вечером холодец. И я вообще очень благодарна тебе, Оля, за эту помощь, потому что ты самый близкий человечек, каждый день есть в моем доме. И дай Боже, всем здоровья и счастья, любви от сердца, и благодарность такая, что, я думаю, и от меня, и от Бога будет вам благодарность. Так что, девочки, я очень-очень благодарна. Еще Наташке с Флоренции хочу сказать спасибо, она тоже очень вкусно готовит, и на Рождество привезла мне просто так кутю, которую я уже лет 5-6 не кушала, я была очень довольна. И помогла мне накрыть стол на этот ужин для всех умерших. Всем большое спасибо, кто принимает участие, все подписчики, все люди, которые присылали денежку на больницу, которые поддерживали добрым словом, которые пишут и хорошо, и плохо. Я не боюсь плохо, потому что если что-то плохо, я исправлю в себе и будет лучше. Юлечка, спасибо тебе большое за помощь, за все, что ты сделала. И твоя сила идет даже оттуда. Так что я очень тебе благодарна и каждый день смотрю тоже твой канал в Инстаграме. Ты умничка, потому что ты доносишь именно эту такую грязную правду, которую другие боятся говорить.
Респект и уважуха. Виктория, ну ты маэстро, конечно, тебе вообще спасибо. Я всех вас люблю и большое-большое благодарность. Как говорится, уклон до земли.